первая история, которой я хочу поделиться, это девушка, которой я искренне восхищаюсь. Это активистка, путешественница. И у Алисы еще есть свой блог о здоровом образе жизни, о путешествиях, о здоровом образе жизни. И вот сразу, Алиса, первый вопрос. Считаешь ли ты то, чем ты сейчас занимаешься, своим любимым делом? Честно? Конечно. Мне очень важно, чтобы это было честно, максимально честно для тех, кто будет это слушать. Да, честно, я считаю это действительно тем любимым делом на данный момент времени. Очень хочу уточнить это, потому что считаю, что любимое дело в разный момент времени, оно может меняться. И вот на данный момент времени мой блог о здоровом образе жизни, о путешествиях, это действительно то, чем я сейчас горю, действительно то, чем мне нравится сейчас заниматься. И да, это можно назвать любимым делом. Как и когда ты поняла, что это действительно твое любимое дело, Алис? Может быть, был какой-то пазл, который сошелся, я не знаю, какая-то цепочка событий, которая привела к этому проекту, к этому продукту, скажем так, вот этому блогу. То есть это действительно очень классный, качественный, я считаю, вообще проект, то есть который действительно заряжает очень многих людей. И вот как это сложилось? Хороший вопрос. Знаешь, у меня это не было так, что я спала, там проснулась, и оп, у меня пришло озарение, я же блогер, мне нужно вести блог. Мне кажется, многие так считают, да, что блогером рождаются. Или, например, что, да, какое-то свое любимое дело, оно вдруг неожиданно откуда-то на тебя рухнет с высоты, и ты поймешь, что вот оно то, чем ты должен заниматься. Нет, все несколько прозаичней. Я занималась бизнесом до того, как начала вести блог. И как понять, вот хороший способ, да, как понять, что действительно, чем ты хочешь заниматься, это то, куда тебя тянет от работы. То есть вот я работала, и при этом мне нравилась своя работа, но мне постоянно тянуло в путешествия. И поэтому я, то есть, любыми возможностями пользовалась для того, чтобы отправиться в путешествие. И плюс к этому мне всегда нравилось фотографировать, мне всегда нравилось снимать. У меня друзья сейчас смеялись надо мной, что Алиса без GoPro — это не Алиса, да, без экшн-камеры. И когда ты начинаешь складывать все эти кусочки, что тебе нравится, то постепенно ты начинаешь больше уделять этому времени. И тогда из этого хобби может получиться уже любимое дело. Но, естественно, это все происходит не сразу. У меня это произошло несколько, не то чтобы болезненным образом, но после очередного путешествия я приехала на работу в свой бизнес, и я прихожу, и я помню, у меня было такое ощущение какой-то пустоты, потому что я прихожу, и я понимаю, что я не на своем месте. То есть я здесь, но я как будто бы пришла в какую-то другую, чужую жизнь, что это не мое. И, то есть я к этому, у меня были такие мысли, да, то есть они закрадываются, когда вот здесь что-то не так, здесь что-то не то. Но вот в тот момент, я помню, это было после Алтая горного, горы, они действительно, что-то творят, очищают, да, поэтому я приехала и поняла, что все, нет смысла дальше тянуть то, чем я не горю, я не делаю от этого никому лучше. Вот это очень важный момент, кстати, действительно, если вы думаете, что вы, жертвуя собой, тем, чем вы действительно хотите заниматься ради чего-то другого, или там, что вы кому-то что-то должны, и вот вы это героически делаете, что вы делаете этим лучше. Нет, вы делаете этим только хуже, причем не только себе, еще и людям, которые не получают того максимума, который могли бы получить от человека, кто был бы на своем месте вместо вас. Вот, поэтому в какой-то момент, да, я поняла, что я хочу заниматься путешествиями, и я пока не понимала, во что это может вылиться, как это может приносить какой-то доход и так далее. Поэтому я просто решила этим заниматься, просто решила путешествовать и рассказывать об этом людям. И в этот момент уже начинают приходить какие-то идеи, какие-то люди, возможности и так далее. Вот. А что касается блога о здоровом образе жизни... Да, у тебя там, по-моему, тоже такая нелегкая история. Да, я читала, кстати, в одной книге, рекомендую к прочтению, Ларису Парфентьеву. Можно, да? Конечно. Я рекламирую книгу, нужно. Но чисто от души. У Ларисы Парфентьевой есть книга «100 способов изменить жизнь».
И в этой книге, у нее, кстати, две части, вот эту мысль я подчеркнула во второй части этой книги. Она говорит о том, что свое предназначение вы можете приобрести, что ли, из своей боли. То есть решите свою боль и помогите другим людям ее решать. Вот у меня было то же самое со здоровьем. Я очень много болела, очень много от этого страдала всю свою жизнь до 25 лет. Мне никто не помогал, ничего не помогало. И в какой-то момент у меня уже накопилась такая вот критическая масса боли, и пришла информация, действительно, ну я много чего искала, узнавала, поэтому пришла информация, я начала ее глубже изучать, все это пробовать на себе, нарабатывать какой-то опыт, и когда у меня появились результаты, я начала этим делиться, ну очень так мягенько. И потом, когда люди начали тоже этим интересоваться, я начала рассказывать все больше и больше. У кого-то тоже начали появляться результаты, и таким образом это все выросло вот в нечто большее, в проект, например, «Сочная жизнь» по очищению организма. Вот, поэтому через свою боль какую-то, которую вы способны решить, меня это привело еще вот к такому проекту. Скажи, пожалуйста, бывают ли у тебя какие-то сомнения, внутренняя критика или внешняя критика, и как ты с этим справляешься? Нападают хейтеры? Знаешь, вот, кстати, что касается хейтеров, нет, мне то ли на них везет, то ли, наоборот, не везет. У тебя карма хорошая, слушай. Мне кажется, очень много блогеров просто борются с этими хейтерами, они постоянно там не знают, как вывести. Я думаю, что это зависит от пространства, наверное, да. Как-то, ну вот какое пространство ты создаешь вокруг себя, такие люди на тебя приходят. Или просто я еще не настолько популярна. Говорят, если у тебя нету хейтеров, значит ты еще не сильно популярен. Не знаю, мне почему-то верится, что у тебя очень просто добродушная, на самом деле, аудитория такая же, как да, ты. Да, мне тоже хочется в это верить, поэтому у меня там хейтер случается 1 на миллион. Я их очень редко вижу, и то это больше не хейтеры, а просто люди, у которых картина мира отличается от моей, с которыми у нас не совпадает реальности. Как бы вот и все. Поэтому критики, у меня вот молодой человек, он прям смеется, точнее он не смеется, он удивляется тому, как я реагирую на какую-то критику или на какой-то неадекват. Я отношусь к этому очень так легко, с юмором иногда, чаще всего. Поэтому меня это, знаешь, не задевает. Я сама себя больше критикую. То есть я человек перфекционист, и мне нужно, чтобы там все было идеально, мне нужен результат. И вот если я не получаю того результата, который ожидаю, то вот это меня прям... Я сама себя начинаю прям сгрызать. И это, конечно, вообще ни разу не хорошо. Просто любой результат нужно воспринимать там как результат и делать соответствующие выводы, принимать это как урок и просто двигаться дальше, и все. А когда ты на этапе стартапа, я считаю, что там, мой блог и мои проекты сейчас на этапе стартапа, то стартап, чем он отличается от бизнеса, это то, что стартап – это тестирование гипотез. И вот пока вы что-то начинаете делать, то это все о тестировании гипотез. 1, 2, 3, 4, ты пробуешь, пока ты не найдешь что-то свое устойчивое. То есть ты как по болоту ходишь. Классная, кстати, рекомендация, потому что, мне кажется, тоже часто есть такое понимание у людей, что вот сейчас я запустил, все, это вот такой уже проект, готовый, все, и он сейчас пошел. То есть, и как бы... А там действительно до этого еще... Нет. До готового проекта и до бизнеса надо, чтобы прошло время, чтобы устаканилась какая-то рабочая модель, чтобы это было более-менее стабильно. Все, что до этого, это называется стартапы. И чем больше гипотез вы протестируете, тем лучше, тем шире откроется картина того, что вообще можно делать, каких результатов добиться, какие возможности использовать, инструменты и так далее. Поэтому все это о тесте. Было такое, что руки опускались и все хотела бросить нафиг вообще? Постоянно. Нет. Серьезно? Что, такие качели? Каждый раз. Я как человек, который идет на пути к своему любимому делу, просто ты меня пугаешь. Я просто говорю как есть, и нужно к этому быть готовым. Да. И понятно, я поэтому говорю о том, что воспринимать любое начало дела как гипотезы, как стартапы. Поэтому я сейчас то же самое. То есть у меня вот до того, как я поняла, что окей, я просто тестирую, у меня тоже было, все, сейчас я делаю вебинар, и потом вот все, это то, что надо, все, я нашла,
я делаю лучший сайт, я запускаю, значит, все, лидген, тут у меня трафик, все. И тут не заходит тема. И ты думаешь, что я за чмо вообще? Почему у меня это не получается? Хотя, ну просто у тебя, ты протестировала одну гипотезу, не зашла, окей, тестируем следующую. То есть к этому нужно просто проще относиться. Но общая канва все-таки она остается, и у тебя не было сомнений, что вообще кардинально, то есть там, да ну нафиг бросить блог, или вообще ЗОЖ там вот это, да, то есть и путешествие, то есть, ну, то есть понятно, что да, есть гипотеза, но получается, что само вот это вот направление или вектор твоего развития, то есть хотелось вообще кардинально поменять и бросить все. Ты знаешь, я себе задавала такой вопрос, что ну вот кто Алиса Котляр, кто я, если там у меня нет блога, если я не занимаюсь вот этим, если не занимаюсь вот этим, то чем я тогда буду заниматься? И у меня были варианты, то есть, например, я вот сейчас приехала с пути Сантьяго, и мне показалось, что, например, вот ведение блога в Инстаграм или Сторис, что это все вот как будто не то. Поэтому, например, я сейчас рассматриваю площадку больше YouTube, хотя я всегда просто молилась на Инстаграм, что это лучшая площадка, и все, Контакт, Телеграм, вообще даже не показывайте мне, YouTube нет, вот Инстаграм. И это тоже некая, ну скажем, ограниченность. Поэтому, когда ты допускаешь, что, окей, если не здесь, то где я могу применить себя? Но что касается именно области и сферы, наверное, да. То есть я каждый раз себе задавала вопрос, чем бы ты занимался, если бы не нужно было зарабатывать денег. Когда я задаю себе постоянно этот вопрос, я отвечаю, что я бы, первое, путешествовала и делилась бы этим с миром, и второе, я бы помогала людям обрести свое здоровье. Ну, может быть, еще книжку писала, поэтому вот в этом направлении тоже, думаю, двигаюсь. Вот, и каждый раз ты прощупываешь вот этот вопрос заново и возвращаешься. То есть, и я допускаю то, что через там, 5 лет, может быть, даже меньше, больше, что я кардинально сменю вектор, может быть, я не буду ЗОЖ-блогером. Я допускаю то, что в какой-то момент времени мне это станет уже неинтересно, там, оздоравливать людей даже, и я уйду во что-то другое. Я все допускаю. Просто на данный момент вот это мне интересно, я этим занимаюсь. Как ты считаешь, нужно ли иметь обязательно профессиональное государственное образование, чтобы начать двигаться в направлении своего любимого дела там, или вот какого-то такого проекта, который тебя зацепил? И вот как ты сделала сама свой первый шаг? Ну, первый вопрос тогда вот насчет профобразования, то есть госпрофобразование. Мне сейчас кажется, вот любого человека спроси, чем он занимается и какой у него диплом государственного образования. И я сомневаюсь, что мы найдем, точнее, большинство будут вообще не соответствовать своему образованию высшему. Не знаю. Это так, да. Вот у меня то же самое. Я вообще инженер по образованию. Я и тоже программист. Блогером близко не стоит. Я не знаю, к счастью это или к сожалению, но это факт, и на данный момент вот такая картина наблюдается в мире. Поэтому, если мы говорим, например, про молодежь, да, если у них сейчас, конечно, молодежи проще в этом плане, что больше появилось вот этих вот вопросов о предназначении, о том, кто я, чем я хочу заниматься, и у них есть вот этот выбор какой-то, да, то есть и вообще возможность спросить себя и какое-то понимание получить. Потому что, у нас как-то этого не было. Я вот вспоминаю, я просто знала, что я не гуманитар, я технарь. Окей, если я технарь, куда я пойду? То есть я, значит, инженер там или программист, да. Поэтому я считаю, что это не важно, если это не соответствует твоему сейчас там внутреннему желанию чем-то другим заниматься, может быть, вообще диаметрально противоположным. Важно, я считаю, что в той сфере, в которой тебе нравится и хочется развиваться, нужно, конечно же, обучаться и получать какие-то знания. Далеко не обязательно, чтобы это было какое-то высшее образование, государственное и так далее. Вовсе нет. Сейчас очень много, действительно, по-настоящему. Что я ценю, да, в преподавателе, в знаниях, это первое, чтобы они соответствовали твоему, то есть чтобы у тебя был отклик на эти знания, потому что они действительно разнятся, да, от учителя к учителю. Чаще всего, чтобы был отклик,
И я все-таки человек-практик, то есть мне важно, чтобы это были не просто теоретические знания, а чтобы их практически можно было как-то применить. Поэтому чаще всего, вот что касается сферы здоровья, да, я доверяю именно вот практическому опыту, да, специалиста, а не тому, чему там в медицинских университетах учили. Есть очень многие вещи, которые теоретически и доказательно или научно, они никак не обоснованы, но на практике они работают. Поэтому мне по барабану, да, то есть есть там научные доказательства, этому нету. Если это работает на большой выборке людей, если опытным путем это доказано, да, именно опытным путем, то значит для меня это те знания, которые мне нужны. Один из важных вопросов, который я считаю просто обязана задать, это как твои родители, да, то есть повлияли на формирование твоего характера, что вот сейчас, или как они поддерживали, или как они, не знаю, развивали, да, то есть что сейчас вот Алиса Котляр это та, которая есть сейчас, свободная, которая не может себя заставить что-то делать за деньги. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну, определенно хорошо. Цель моего проекта именно в этом, чтобы люди становились свободнее и счастливее. Ты знаешь, я действительно безумно благодарна своим родителям за то воспитание, да, воспитание. Это, конечно, мне не нравится это слово, которое, как они нас вырастили, да, как они нас сопровождали по жизни. Самое главное, наверное, самое большее, что я помню из своего детства, это то, что родители нам предоставляли очень много свободы, и они нам доверяли, ну вот практически тотально, да, вот во всех наших действиях доверяли и поддерживали. Наверное, это самое важное, что когда ты чувствуешь, что родители для тебя как партнеры, наверное, да, при этом ты чувствуешь их любовь, но нет вот этого чрезмерной опеки, наставлений, то есть никогда они нас не заставляли что-то делать там, хотя нет, я вру, заставляли, в музыкальную школу я ходила, вот эти все истории, но при этом, при всем, я все равно им благодарна, это все равно повлияло на меня, это развивало меня, обогащало, но самое классное это то, что была свобода, любовь и доверие. То есть и в меру жесткие, и в меру все-таки такая свобода предоставлялась. Да, то есть была дисциплина у нас, там были дела по графику, которые мы делали, и это выработало действительно дисциплину в нас. И вот это ощущение свободы, того, что нету каких-то ограничителей, жестких рамок, поэтому сейчас я действительно ощущаю себя свободной в плане действий, в плане движения, я там прекрасно ориентируюсь по местности, потому что мы жили в деревне, и у нас вот ты вышел, и все, куда ребенок пошел, то есть мы очень много перемещались, и у меня вот этих вот топографического кретинизма не существует. Поэтому и что... путешествие тоже, да? Оттуда еще, видимо, пошло это. Плюс мы очень много переезжали, и это тоже сработало мне в плюс, хотя это был большой стресс для ребенка, но у меня очень круто прокачались коммуникационные навыки, и я действительно начала очень легко находить общий язык там со многими людьми. Поэтому я думаю, что вот у многих же с детства остаются какие-то вот травмы, боли, обиды и так далее. И что бы я рекомендовала, это осознать, какими вы стали благодаря этой боли и этим травмам. Потому что у меня тоже там не безупречное детство, тоже было много всего, но я понимаю, что благодаря этому я стала действительно сильной, я стала выносливой, я стала очень волевой. Поэтому, то есть то, что казалось очень плохо на меня может сыграть, то дало мне преимущество в настоящий момент. Ну и, конечно, нужно просто быть благодарными родителями вообще за все, неважно, что было в детстве. Главное, что они дали нам в жизни, мы должны этим наслаждаться и радоваться. Алис, ну тогда смотри, если подытожить, последний у меня вопрос, то есть если подытожить вот весь твой путь, все то, что мы сейчас с тобой говорили, что бы ты такое, может, посоветовала, сказала бы тем людям, которые только вот на пути к своему любимому делу? Мой главный совет – это не бояться, потому что больше всего сковывает страх, сам страх. А страхов не существует, это только то, что мы придумали в своей голове.
Поэтому перестать бояться вот этого большого слона, который нам кажется вообще его невозможно объять и целиком за раз съесть, да, это любимое дело. Просто попробовать разложить это по частям, по каким-то мелким шагам, что вы сейчас уже можете делать на пути к своему делу. Да, при этом понимая, действительно, хотите ли вы этого, и какую-то пользу может принести как вам, так и окружающим. И просто потихоньку по шажкам, по каким-то действиям, задачам к этому двигаться. И самый главный, наверное, мой совет – это просто доверять Вселенной. Доверять, что все, что происходит с вами на вашем пути, это все во благо вам наилучшим образом. И все, если вы действительно идете своим путем, если вы преданы себе и своему сердцу, и своему делу, то все обязательно сложится, просто нужно время и вера. Спасибо большое. Спасибо тебе. Огромное. Теперь я могу с чистым сердцем отпустить Алису Котляр на Бали, потому что ее ждет очередное путешествие уже 16 ноября. 15-го. Уже послезавтра уже. Благодарю тебя, Алиса. Спасибо.